Покупать на AliExpress безопаснее с AliTools. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Всем привет! И вот у нас закончился месяц сентябрь, и снимается выпуск находок за этот сентябрь. Ну и находки так себе, не то что было летом, но за целый месяц кое-что накопилось. И первый у нас был найден мобильный телефон Samsung. Вот такой старый смартфон Samsung, даже с зарядкой. Состояние у него внешне идеальное, ни одной царапинки нету. Он сейчас ни хрена не включается. Так, включать его вроде надо вот так. Да, нифига. Все цело. Такой я находил, по-моему, то ли в прошлом году. Был весь он разломан на куски. Этот вроде целый. Сим-карты нету. Карты памяти нету. Он не включается. Наверное, разряжен. Зарядка с ним есть. Но внешне он в идеале. Конечно, резистивный экран. Это очень древность. Ну, будем потом проверять. Видео проверки у нас будет, как всегда, отдельно. Вот такой довольно неплохой. Но старый, но неплохой мобильный телефон. Так, что было у нас найдено следующее? Так, вот дальше у нас была очень распространенная находка, которая мне попадается, ну, довольно часто. Работоспособность 50 на 50 выходит. И это у нас автомобильный аккумулятор. Вот такой. Это вроде как от Nissan оригинальный. На нем было 6 вольт. Сейчас он недозаряжен. Я его поставил на зарядку. Ток он берет довольно долго. Держится там 12,2 на нем напряжение. Вроде корпус не нагретый. Может зарядиться, будет нормальный. Вот такой. Здесь все не по-русски. То есть надо перевернуть. 60 ампер часов. Вроде как должен быть ниссановский. Электролит вроде там есть. Крышки я еще не откручивал даже. Поставил пока на зарядку. Он там есть. По виду он не сухой, и думаю, надеюсь, реанимируется. Вздуть из боков не видно. Года даже не знаю какого. Здесь какие-то вот только есть обозначения. Ну, в принципе, думаю, может оживет. Нормальный. Сейчас опять будем его заряжать, поставим, но это после видео. Потому что зарядник шумит вентилятором. Надеюсь, ничего с ним не станет, пока он постоит, не заряжавшийся во время записи видео. Ну, короче, вот такой аккумулятор. Что о нем еще говорить? Так. Так, кстати, кто не верит, вот я сразу сфоткал, как его принес домой. Напряжение на нем какое было. Действительно ровно 6 вольт. Так, ну что у нас было найдено следующим? А следующим у нас были найдены еще 2 мобильных телефона. Вот такие. Это древние Siemens и Samsung. Такой Samsung я находил. И этим летом у него был сломан разъем. Здесь вроде цело. Они оба сейчас ни хрена не включаются. Так, здесь батарейка есть вообще? Да, аккумулятор есть, вроде хороший. И даже сим-карта есть. МТС. Вот зарядки у меня такой, увы, нету. Надо будет лягушки тогда потом отдельно заряжать. Здесь почему-то еще вот так вот прям стерта вся клавиша. И вот такой древний Siemens. Вот его модель. Так, давай открывайся. Здесь аккумулятор тоже есть. Сим-карты нету. Ну, зарядки, кстати, такой древний тоже нет. Ну, лягушки потом зарядим и проверим, работают ли они. Вот такие 2 мобильника. Так, что был найдено следующим? А вот дальше у нас был найден был старый системный блок. Очень старый системный блок, Pentium 4, 1,7 ГГц. Брать было просто нечего оттуда. Корпус был раздербанен, взял я только жесткий диск. Вот такой хард. Я его даже еще ни хрена не проверял. Посмотрите, как он старый. 30 октября 2002. И он на 120 гигабайт. На 120 гигабайт в 2002 году. Сколько он, интересно, стоил? Вот такой диск. Он не SATA, блин, его хрен проверишь сейчас. У меня компа-то нет с таким разъемом даже. Ну, когда дойдет до него очередь, когда надо будет собирать системник, там уже выяснится, хороший он или нет.
Вот такой, короче, хард. Больше оттуда брать было нечего. Очень был старый комп. Так, дальше у нас была отличная находка. Очень хорошая находка. И это у нас была чудо-коробка. Чудо-коробка, такое уже не раз получается находить. То есть целая коробка, а там в ней именно много всего интересного. Я все собрал, положил в другую коробку. Взял оттуда все самое ценное и положил вот сюда. Там помимо интересного был просто мусор. Так, давайте-ка откроем и посмотрим, что я оттуда достал. Так, открываем, и здесь полная коробка всякой электронной билиберды. PCI-адаптер, сетевая карта. По виду она даже новая. Достан бит. Когда-то покупали и не понадобилось. Какого года она, неизвестно. Windows XP. Так, здесь полно вообще всякой билиберды, очень много. Это просто чехол такой джинсовый для телефона, здесь ничего нету. Так, телефон сотовый, Sony Ericsson. Раздолбанный. Тут аккумулятор вздутый. Не включается, естественно. Так, где у него включение-то? О, здесь клавиатура. А, у него сверху включение. Ни хрена. Надо будет заряжать. Зарядки я все выкинул нахрен, чтобы не валялись они. Вот, с камерой даже. Лягушки потом зарядим. Так. Здесь еще. А, нет, это плеер. Это плеер. Тоже Sony. Кто-то был фанатом Sony якобы. Так, включаем. Не включается. Блин, придется разбирать, чтобы доставать аккумулятор. Так, такая штучка. Так. Вот такой мобильник интересный, посмотрите. Странная такая модель. Фирма мне даже незнакомая. Вот такой малюсенький. Батарейка есть. Вот этот аккумулятор, кстати, в мультиметр войдет как раз. Если вдруг телефон дохлый. Можно поставить мультиметр в токовые клещи. Так, закрылся. Нет, ни хрена тоже не включается. Зарядки такой. Какая здесь зарядка-то, блин? Ну, наверное, у меня такой зарядки нету. Не поймешь, даже такой телефон первый раз вижу. Такой миниатюрный мобильник. Так. Вот это довольно неплохая штуковина. Это у нас старая. Кто помнит, такие были игровые консоли. Sony PlayStation Portable, Sony PSP 1080. Она вот даже в своем в этом... Как его назвать? Чехле, но она валялась без него, но он там валялся. Вот у нее, во-первых, здесь что-то сломано. Крепление дверцы, и аккумулятор все вываливается. Наверное, год 2006. Ну, все, в принципе, вставляется, но не держится. Может, аккумулятор чуть-чуть вздутый. Вот такая зыза. Так. Она, конечно, не включается. Вот так вроде надо включать. Зарядки в коробке не было, но у меня где-то такая зарядка валяется. Можно, в принципе, потом проверить. Ну, дисплей вроде не битый, как я вижу. Кнопки немного стертые. Ну, такая зыза, но находка, в принципе, неплохая. Мне попадалась эта Vita разбитая, а это вроде не разбитая, но подревнее. Вот такая зызка. Ну, неплохо будет, если она работает, если ее можно починить. Так, цифровой фотик, тоже Sony. Sony Cybershot. Кто-то очень любил Sony, но потом выкинул. Интересный такой, металлический, тяжелый. Так, здесь у нас, если аккумулятор есть, так, карта памяти даже есть. На 32 мегабайта. Явно очень старый фотик. Но сейчас явно не включится. Естественно, ни хрена не включается. Так, это от него, кажется. Как его сюда втыкивать? Вот так. И здесь какие-то дополнительные разъемы. Ну, в свое время, наверное, был неплохой, потому что он весь металлический, очень тяжелый. Вот такой фотик. Ну, находка тоже хорошая. То есть коробка у нас была прям вся с очень хорошими вкусностями. Так, фотик. Дальше. Это, скорее всего, автомобильный навигатор. По разъему он старый такой USB разъем. Так.
Как тебя включать-то? А, так он был во включенном состоянии. Не включается. Все прям дохло. Или все не работает, или все севшее. Нифига. Вот такое. Ну, видно, что экран, по-моему, резистивный. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, что тут осталось? Вот такой мобильник Samsung. Он без аккумулятора. Но аккумулятор у меня такого, думаю, есть. Можно будет потом проверить. Так, какая у него модель? Хотя, по-моему, я такой находил уже. Ну, давай же, открывайся, блин. Что-то даже тебя открыть-то не могу. Вот. Вот такой. Samsung. Вот его модель. Ну, найдем аккумулятор и проверим. Так, мышка вот такая. Беспроводная. Батареек там нет, она легкая. Вот это от Genius, не отсюда. Это, по-моему, тоже не отсюда. Так что тоже хрен ее знает, что с ней делать. Модем Yota 4G WiMAX. Этой сети уже, увы, нету. Толку от него никакого. Только лишь можно разобрать корпус и вставить туда флешку. Будет, в принципе, такая флешка Yota. Это что, Apple? Не знаю. Что-то Apple. Так, что тут еще осталось? Так, это просто радиоприемник. Вот здесь, кстати, по-моему, батарейки есть по весу. Ага, может они работают даже. Хотя он не подает признаков жизни, да. Значит, батарейки, наверное, дохлые. Такой приемник. Так, что, все? Все, ничего интересного уже. А, вот еще две. Скорее всего, две флешки. Вот как бы такая чудо-коробка. Вот как бы самые ценные девайсы, которые в ней были. Телефоны, Sony PSP. Ну и фотик. Так, что было найдено следующим? Так, а вот дальше была целая куча компового железа. Было 3 корпуса, куча материнских плат. Все стояло около ограды, где стоят мусорные баки, но, увы, это было от таджиков. Они набежали, типа, это металлолом, там стали, короче. Но кое-что я из этого взял. Не супер крутое, но сейчас покажу. Вот, куча некоторого железа. Но, увы, там было поновее, были материнки подсоки, там 2. Но я взял уж этого, что успел. Здесь материнская плата 4-й Pentium. Вот такая. Просто там какой-то 2.4 стоит. 4-й Pentium. Так, 2 дисковода. Тоже довольно старые. Ну и самое крутое, это вот этот блок питания. И вот я, конечно, первым взял. Thermaltake, ну, не супер мощный, но такой более-менее солидный, черного цвета. Есть вот такие у него кабели. Есть, в принципе, почти все есть. То, что сейчас к компьютерам подключается, разъемы SATA-шки и такие-сякие. Смотрел через отверстие, конверы вроде не дутые. Здесь вот зачем-то скотч. Что здесь делали? Может, вот так вот выключатель прилепляли зачем-то. Неизвестно, но потом можно было проверить, в принципе, прямо с этой материнкой. Но, конечно, железо там было и покруче. Корпуса были хорошие. Ну, что успел, то успел. Вот такое, короче. Так, дальше у нас была находка. И это был у нас лазерный МФУ Samsung. Вот такой здоровый, тяжелый. Значит, здесь принтер, сканер, копир, вроде все вместе. Вот его модель. Дождь шел, он еще мокрый, надо ждать, когда высохнет. Ну, в следующем видео, когда будем включать, думаю, он уже высохнет. И можно будет проверить. Так, вроде он целый, здесь крышка открывается, там картридж, вон он там тоже есть. Вон он там есть. Но зачем-то его выбросили, значит, что-то с ним явно не так. Года он 2010, по-моему, там сзади написано. Ну, вот такой, короче, агрегат был у нас найден. Так, а дальше у нас было найдено, ну, находка так себе, но я взял. Это вот такая вот приставка. Вот такая вот, в своей коробке, да. Опять в своей коробке. Но здесь не комплект, только сама приставка и блок питания. Больше ничего нету. Это для какого-то интернет-телевидения, по-моему. Точно я не знаю. С такой фигней особо никогда не сталкивался. Есть для карточки, есть у нее вход. Зачем ее выбросили, неизвестно.
Там была коробка еще вторая, точно такой же, только коробка была белая сама. Так что неизвестно, может быть купили вторую, ну, рабочую, а пульт от этой остальной комплект оставили. Вот, короче, такая вот штука. Ну, хоть что-то. Так. Что еще-то было найдено? А дальше у нас был найден еще один МФУ. Вот такой. Это уже Epson. Он очень тяжелый. И это у нас не лазерный, а обычный струйный. Он тоже, блин, мокрый. Опять дождь шел. Удивило то, что в лотке даже бумага есть. Но зачем-то его выкинули. Зачем-то выкинули. Здесь тоже у нас есть сканер. Так, картриджи там внутри у него есть. Вот они. Какие-то они странные. Здесь очень слабая краска почему-то. Она здесь вроде есть, чернила эти. Но они почти как вода, прозрачные. Кстати, там с ним-то еще что валялось-то. Вот была еще коробка. Коробка была... Так, как он закрывается? Закрывается. Вот, коробка была. С красками, с чернилами. Там же прям с ним-то и валялось. Вот здесь у нас все цвета. Я посмотрел все, которые здесь должны быть, кроме черного. Здесь они есть почти полные. Но они уже просроченные, потому что годные они до 2015, до лета 2015. То есть уже на год они просрочены. Но я думаю, что им ничего еще не ставил. Но черного почему-то нету. И сам принтер здесь изображен прям почти такой же, как этот. Вот как бы такая была находка. Ну, тоже довольно неплохо. Так, дальше по ерунде. Была куча детских игрушек, и я взял оттуда только вот это. Кто знает, что это такое? Он сейчас не подает признаков жизни вообще. А должен подавать. Возможно, там просто дохлые батарейки. Вот такого как бы фигню я взял, просто по приколу. Так. Посмотрим, было ли что еще найдено. А, да, была еще находка. Был у нас найден портативный MP3 плеер. Вот такой. Металлический, тяжеленький, довольно прикольный. iAudio какой-то, 30 гигов. С жестким диском. Зарядки опять не было. Поэтому сейчас он не включается. Как его включать? А, включать его надо вот здесь. Нифига, не включается. Жаль, конечно. Может, просто разряжен. Такой неплохой был девайс когда-то в свое время. На 30 гигов памяти. Вот такая как бы находка. Так, ну и в принципе находки кончаются. И последняя находка за сентябрь был у нас ЖК-монитор Samsung. Ох, и надоедливый это монитор. Сколько раз его выкидывали. ThinkMaster 713N. Матрица у него вроде целая. Опять дождь. Но он уже сухой, я вроде вытер. Но открывать его сейчас не хочется. Смотреть, нет ли там воды внутри. Поэтому опять надо ждать, когда он высохнет. Потому что вдруг он работает, чтобы его не ковырять. Хотя, возможно, там кондеры. О, как он старый. Он сделан в июне 2005 года. Блин, обалдеть. Просто древний. Сколько тогда стоил ЖК-монитор в то время? Это ж больше 10 лет. Рейтинг 2. Что это за хрень? Неизвестно. Ну, явно был в офисе. Что там еще с ним было? Вот с ним еще были две клавиатуры. И вот такая вот байда. Вот такая вот байда. Что это? Сейчас она никак не подает признаков жизни вообще. Вроде это не мокрая, потому что было в пакете. Здесь у нас две батарейки. Обычные пальчиковые стоят. Вот как бы такая штука. Все, находки за сентябрь у нас все. Ну, конечно, не то, что в Германии каждый день по 5 ноутбуков. Но все же кое-что у нас попалось за этот месяц. Ждите наконец-то видео. Ждите видео о проверке всех этих девайсов. Думаю, будет интересно. Всем пока.